Добрый день. Сегодня мы встречаемся с Максимом Мармуром, еще одним представителем нашей страны в галерее Лейка Вена, где проходит выставка East Ice Effect. Макс, привет. Привет. Декорация. Ну, у нас же пандемия. Вот так вот, ну, да, конечно, понял. раз. Слушай, мы хорошо и давно знакомы, не станем этого скрывать, и да и вряд ли получится. Не станем. Слушай, расскажи, пожалуйста, вот я знаю тебя, наверное, с тех пор, когда ты работал в АП, и ты для меня такой пример, конечно, удивительной метаморфозы. Человек, который, не знаю, наверное, все жанры фотографии прошел, или, по крайней мере, добрую половину. Попробовал. Расскажи, с чего все началось. Я знаю, что ты родился в Ташкенте, в семье военного. Как я пришел в фотографию? Я в фотографию не пришел. Фотография пришла, точнее даже сказать, ворвалась в меня. Было это в Республике Узбекистан, где я проводил все школьные летние каникулы. И у меня есть старший брат, двоюродный. И брат уже тогда весьма неплохо управлялся со своим стареньким Фэдом. И как-то в один из дней он в ванной развернул свою фотолабораторию, и я увидел, как появляется на бумаге изображение. И это произвело на меня какое-то невероятно неизгладимое впечатление, и я захотел этой магией овладеть. Потом где-то также у брата в его библиотеке я нашел книгу Микулина «25 уроков фотографии». За летние каникулы я выучил ее наизусть. А потом я учился в 10 классе и стал ходить в фотокружок Куйбышевского дворца пионеров города Омска. И у меня состоялась первая моя выставка в 1985 году, в мае месяце, в стенах моей родной 38-й школы, которая имела совершенно ошеломительный успех. И тогда я понял, что надо как-то связывать свою жизнь с фотографией. Решил поступать в Кемеровский государственный институт культуры, как он тогда назывался, на кафедру кинофотомастерства. Вот, фотографию я понимать, кстати, до сих пор так до конца и не научился, и слава богу, как мне кажется. И со второго курса из института меня выгнали. Получилось так, что я перебрался жить в Москву. И устроился я лаборантом в армейскую фотохронику. В этой армейской фотохронике однажды появился Леонид Евсеевич Якутин. Это бывший тогда личный фотограф министра обороны Советского Союза. И вот пока я проявлял его пленки, он вернулся из очередной командировки, мы с ним разговаривали, и он меня спросил: а ты сам-то снимаешь? Леонид Евсеевич посмотрел, сказал: а ты что тут делаешь? Я говорю: ну как что, пленки проявляю, фотографии печатаю, водку пью. Взял меня за руку и отвел в журнал «Советский бой». И там я задержался, наверное, на пару лет, освоив уже цветную печать. И однажды наступил момент, когда мне позвонили с газеты «Комсомольская правда» и сказали: Максим, хотите съездить от нас в командировку? «Комсомольская правда» выходила тогда ежедневно тиражом 22 миллиона экземпляров. Твоя фотография появлялась на первой полосе тиражом 22 миллиона экземпляров. Это 92 год. Вот, то сейчас я, наверное, был бы Бритни Спирс. Максим, давай ты съездишь от нас в командировку в горячую точку, и если все в порядке, мы тебя сразу берем в штат. Мы все мечтаем в жизни сделать нечто великое. И ты думал, что твои фотографии могут изменить мир и остановить, может быть, войну, или хотя бы рассказать миру о том, какое война говно, да? Та страна, на территории которой эти военные конфликты идут, не сильно хочет печатать твои фотографии. Но и когда ты это понимаешь, что ты ходишь 20 лет последний по кругу. Сегодня ты снимаешь пресс-конференцию в Кремле, после обеда у тебя теракт, вечером у тебя похороны. И по этому кругу ты ходишь 20 лет. Мне было как раз 40 лет в этот момент. Я написал заявление, сел в машину и уехал из Москвы в Владивосток. И тогда были как раз выборы президента, когда Владимир Владимирович передавал кресло Дмитрию Анатольевичу. И хотелось показать о том же, какую страну он передает и оставляет. И вышло 2 номера журнала GQ, майский и июньский 2008 года, с этим материалом. Можно ли сказать, что война как-то надломила тебя? Да, потому что 16 лет, проведенных в зонах военных конфликтов, они, безусловно, не могут пройти бесследно. Это все время стремление вернуться туда, потому что ты понимаешь, что там гибнут люди, друзья твои, товарищи, а тут у тебя асфальт, светофория и женщины на асфальте. И как-то жизнь-то там, а не здесь. И вернулся с войны я психологически только в 2017 году. Да, потом был GQ, вот этот весь твой гламурный период. Потом был GQ. Борис Гребенщиков, кто там, Меньшиков. Можно долго перечислять, кого-то. Да, огромная рекламная кампания для Samsung, и, в общем, было все. Расскажи, как появились «Люди угля», с чего они начались и почему они черно-белые? Ко мне пришла сибирская угольно-энергетическая компания СОЭК.
предложением сделать фотографии для годового отчета. И стояла задача снять современную, европейскую, высокотехнологичную, динамично развивающуюся, очень цветную компанию. Я с удовольствием за этот проект взялся, но попав на первое место съемки, это была Бурятия, я понял, что параллельно я должен снимать свою историю. И начал потихонечку снимать черно-белые какие-то такие, как мне казалось, зарисовки, которые я думал, я в Фейсбуке покажу, и они там останутся. Но эти фотографии в Фейсбуке увидела искусствовед, куратор Ирина Чмарева. Позвонила и сказала: Максим, классные фотографии, будь любезен, сделай подборку 20-25 фотографий, я буду показывать их на лекциях своим студентам. И я говорю: Ирина, ну как? Он говорит: ты не поверишь, фотографии произвели совершенно ошеломляющее впечатление. Дойдя до вертикальных портретов шахтеров, люди плакали. И в 2017 году, к 75-летию Дня шахтера, состоялась выставка в Москве. И за 3 недели выставку посмотрели 50 тысяч человек. На самом деле в суровых производственных буднях цвета-то, в общем, не так много. И единственные яркие цветные пятна – это либо ярко-зеленые, совершенно кислотного цвета, либо это оранжевые жилеты. Как только у тебя эти фотографии становятся цветными, у тебя этот желтый, зеленый и оранжевый убивает фотографии просто абсолютно все. Плюс, когда ты спускаешься в шахту, там на самом деле цвета немного, точнее его там абсолютно нет. Вышла книга, которая называется «Люди угля». Добыча угля состоит как бы из 2 частей. Первая часть – это наземная, это разрезы, в которых уголь добывается открытым способом. И вторая часть – это подземная, это шахты, в которых уголь добывается уже под землей. Поэтому у нас белые срезы книги – это наземная часть. Потом ты, когда доходишь до конца наземной части, ты переворачиваешь книгу, и таким образом как бы ты заставляешь читателя совершить виртуальное погружение под землю. Это же, могу предположить, десятки тысяч фотографий. Как выбрать из такого объема те фотографии, которые попадут, которые встанут на свое место, и как вообще работать с таким массивом материала? Значит, я отобрал на суд куратора и дизайнера 857 фотографий. Для тебя не секрет, что редактировать себя сложнее всего. Да. Потому что каждая фотография тебе близка, дорога. Ты, когда ее снимал, испытывал какие-то чувства, эмоции, переживания, устал, вспотел, замерз. Поэтому тут уже вступает в действие силы другого порядка, высшего, как я их называю. И ты передаешь все это дизайнеру и куратору. На каждой выставке, в каждой книге есть своя драматургия, свой ритм, свои эмоциональные спады, подъемы. Потому что ты не можешь все время читателя поднимать, он тебя устанет, книгу закроет и дальше не будет ее смотреть. Как вот ты определяешь, что для тебя хорошая фотография? Какие критерии? Ну, их примерно 358. И если мы начнем их сейчас все перечислять, мы, наверное, не сможем закончить до вечера, придется сгонять в магазин за водкой. Давай 3. Попал, не попал в резкость, попал, не попал в ситуацию, зацепил, не зацепил самого себя. Как ты понимаешь, что сегодня для этой съемки тебе нужен именно этот инструмент, а не какой-то другой? Как ты понял тот предмет, который ты будешь снимать, да? Потому что, начиная снимать шахтеров, ты начинаешь читать про шахтеров, ты хотя бы должен знать, как называется та или иная часть угольного комбайна, для того, чтобы тебя приняли и не думали: дурак из Москвы приехал. И уже понимая те условия, те задачи, те потребности, в которых тебе придется работать, ты выбираешь инструмент. Если тебе надо снимать спорт, то, конечно, ты возьмешь зеркальную камеру с длинным объективом и пойдешь снимать спорт. Если тебе предстоит снимать жизнь района Бирюлево для выставки группы компании «Пик», ты возьмешь маленькую незаметную камеру, чтобы Бирюлево тебя не побили и не отняли. В каких случаях и почему ты и когда ты выбираешь лейку? Когда я знаю, что будет неспешно, будет философично, будет не сильно сложно по световым условиям, когда мне не нужен длинный объектив, хер его знает. То есть ты как холостой парень решаешь, в какой девушкой ты сегодня пойдешь в кино? Это скорее с какой проснусь утром. Что нам ждать в ближайшее время от Максима Мармура? Ничего. Ждать проект от Максима Мармура большой, который я бы поставил в один ряд с
с людьми угля, которым бы действительно я мог бы гордиться и сказать, что это я сделал крутую историю, я думаю, стоит ждать лет через 20 минимум. Проект будет про кота. Уголька. Да, кота-уголька, который появился после завершения съемок как раз «Людей угля», но история жизни этого кота, она, в общем, с одной стороны, одинаковая, потому что все коты через это проходят, но с другой стороны, коту невероятно повезло, потому что у кота фотограф лучше, чем у президента. Сейчас вот пошла такая тенденция, обратно к пленке многие возвращаются. Опять растут продажи материалов. Зачем нужна пленка и почему ты снимаешь на пленку? Но тут надо расставить приоритеты. Да? Скорость и качество нужна прежде всего в журналистике, в новостной фотографии. Там с пленкой сейчас делать нечего. А с моей точки зрения, пленка возвращается, потому что из фотографии ушла хендкрафтовость. И в тот момент, когда ты общаешься с материалом, да, ты как бы там, как столяр поглаживает доску. Ну, я, конечно, не поглаживаю пленки, не целую их. Ты ее мотаешь на катушку, ты ее заряжаешь в камеру, ты ее заряжаешь в бачок, ты ее проявляешь. Каждый раз, когда ты с этим соприкасаешься, тебя в этой картинке становится все больше, больше и больше. Мне кажется, понял, ты соскучился по молодым годам, вот это весь запах химикатов, ванная, красный свет. С одной стороны, да, с другой стороны, конечно же, нет. Почему? Потому что химия, особенно цветная, это вредно. Почему ты выбрал именно «Людей угля» для выставки в Вене? Очень много фотографов, начиная с зарождения угольной промышленности, снимали шахтеров. Но никто не сделал так, как я. Я хотел похвастаться. Спасибо, Максим. Пожалуйста. Максим Мармур, галерея Лейка Вена, проект East Ice Effect, «Люди угля».